Привет, фанаты BTS. Что заставило Чингука внезапно заплакать за кулисами после исполнения душевной песни на концерте Хопи? Почему Тэхён, его лучший друг, выглядел таким грустным, увидев его? Была ли это просто случайная встреча или были эмоциональные раны, которые не зажили со времен их службы в армии? Несколько дней назад мир К-поп потряс неожиданный момент между двумя участниками BTS, Чингуком и Тэхёном, которые вместе посетили сольный концерт Хопи. Энергичное выступление Чингука на сцене, казалось, обмануло глаза многих людей. Потому что как только концерт закончился, произошло что-то гораздо более глубокое. Воссоединение, которое должно было быть полным радости, превратилось в грустный момент. Что именно вызвало слезы Чингука? И почему Тэхён, который всегда был известен как сильная фигура среди них, почувствовал грусть? Поклонники, которым удалось запечатлеть этот момент, описали атмосферу как очень трогательную. Чингук, который только что закончил свою военную службу, внезапно выглядел очень хрупким. Некоторые свидетели говорили, что он крепко обнял Тэхёна, словно ища силы. Это психологический эффект от жесткой военной подготовки? Или между ними есть что-то более личное? Тэхён, который обычно весел и полон шуток, на этот раз, казалось, потерял дар речи. Его глаза были слезливыми, а его объятия были такими теплыми, но полными грусти. О чем именно они говорили? Некоторые фанаты предположили, что это была их первая встреча после долгой разлуки из-за военной службы. Однако была ли это единственной причиной? Источник, близкий к Big Hit Music, дал загадочный намек, они оба через многое прошли. Военная служба — это не только физическая, но и психологическая. Означает ли это, что Чингук и Тэхён испытывали нераскрытые трудности во время своей военной службы? Еще более удивительно, что персонал концерта рассказал, что Чингук долго разговаривал с Джей Хоупом, прежде чем наконец встретиться с Тэхёном. Он казался очень эмоциональным. «Как будто он был бременем, которое наконец-то можно было сбросить», — сказал он. Джей Хоуп был посредником в их глубоком разговоре. Этот момент доказывает, что за пределами внимания и аплодисментов фанатов BTS по-прежнему обычные люди, у которых есть чувства, как и у нас. Их воссоединение — не просто обычная встреча, а исцеление. Пока Чингук плакал, а Тэхён обнимал его, мир, казалось, на мгновение остановился. Было ли это началом новой истории? Или просто напоминанием о том, что им еще предстоит пройти долгий путь? Одно можно сказать наверняка, фанаты продолжат поддерживать, потому что за каждой песней и танцем стоит реальная история, которая делает BTS такими особенными. Когда в социальных сетях появилось короткое видео, на котором Чингук опустил голову, а его плечи трясутся от сдерживаемых рыданий, тысячи фанатов были опустошены. «Я никогда не видел Чингука таким», — написал один фанат на платформе X, Twitter. «Он всегда выглядит сильным, но в этот раз это как незаживающая рана». Так что же именно вызвало вспышку гнева у Чингука? Чингук выступил на концерте Джей Хоупа. Его мелодичный голос во время исполнения «Equal Sign» ошеломил всю аудиторию. Но как только он вышел из центра внимания, выражение его лица кардинально изменилось. Несколько сотрудников за кулисами рассказали, что Чингук молчал несколько минут, тупо глядя в стену, прежде чем к нему подошел Тэхён. Сначала они просто смотрели друг на друга. Затем Чингук внезапно обнял Тэхёна, словно тот, кто потерял хватку, сказал один из членов концертной группы, который не захотел называть своего имени. Тэхён просто ответил на объятие, нежно погладил Чингука по спине и что-то прошептал. Я не знаю, о чем они говорили, но атмосфера была очень тяжелой. С тех пор, как BTS начали свой военный перерыв, их жизни полностью изменились. Из айдолов, которые каждый день были в центре внимания, им внезапно пришлось жить дисциплинированной военной жизнью, вдали от своих семей, друзей и мира, который они знали. Знаменитый психолог доктор Ли Сумин дала свой анализ. Переход от суперпубличной жизни к суровой военной среде может быть травматичным сам по себе. Им приходится подавлять свои эмоции, следовать строгим правилам и терять свободу, которая у них была раньше.
Когда они, наконец, снова встречаются со своими близкими людьми после долгого времени, вполне естественно, что сдерживаемые эмоции выплескиваются наружу. Тэхён, который отслужил в армии, может понять, что чувствует Чингук. «Тэхён сам пережил трудный период после армии», — сказал источник. Он сказал, что ему потребовалось некоторое время, чтобы улыбаться так, как раньше. Возможно, на этот раз он увидел, как Чингук переживает то же самое. Когда видео их объятий просочилось в сеть, армии тут же заполонили социальные сети поддержкой. «Они оба братья, которые поддерживают друг друга», — написал один из поклонников. Это доказывает, что за своей славой они все еще обычные люди, которым нужно плечо, на которое можно опереться. Интересно, что несколько поклонников, посетивших концерт, сообщили, что видели, как Джей Хоуп также выглядел эмоциональным после шоу. Джей Хоуп посмотрел на них издалека с трогательным выражением. «Казалось, он знал, насколько важен этот момент для Чингука и Тэхёна», сказал один из зрителей. Это первый раз, когда участника BTS видели таким уязвимым на публике после службы в армии. Теперь вопрос в том, является ли это признаком того, что они все еще борются с постармейским психологическим стрессом? Или это процесс исцеления, когда они наконец-то могут отпустить все тяготы, которые они несли? Big Hit Music еще не сделали официального заявления относительно этого момента. Однако поклонники надеются, что это эмоциональное воссоединение станет хорошим началом для BTS, чтобы больше открыться друг другу. «Иногда слезы – самый честный язык», – написал один фанат. И сегодня Чингук и Тэхён научили нас, что нормально не быть сильным все время. Когда огни на сцене погасли и толпа на концерте разошлась, осталась только их честность. Возможно, это была плата за годы, которые они провели, будучи идеальными мужчинами в глазах общественности. Но одно было несомненно: каждая слеза Чингука, каждое теплое объятие Тэхёна и каждый взгляд, полный слез, который бросил Джей Хоуп, это было доказательством того, что за легендой BTS стоит история обычных людей, которые учатся вставать на ноги. Когда новости о эмоциональном моменте Чингука и Тэхёна начали распространяться, наша команда провела более глубокое исследование, опросив источники, близкие к двум участникам BTS. Мы обнаружили гораздо более сложную историю, чем просто воссоединение после службы в армии. Менеджер площадки, говоривший на условиях анонимности, раскрыл удивительную деталь. После того, как он сошел со сцены, Чингук пошел прямо в свою гримерку и закрыл дверь. Мы слышали приглушенный плач в течение почти 20 минут. Это был Тэхин, который наконец пришел и уговорил его. Источник добавил: Чингук все время повторяет Тэхену «извините». Он чувствует себя виноватым. Копнув глубже, мы обнаружили, что до его ухода в армию Чингук и Тэхин были вовлечены в небольшой спор по поводу их сольных проектов. Информатор из корейской индустрии развлечений рассказал: между ними двумя возникло творческое напряжение в конце 2022 года. Чингук хотел сосредоточиться на мировой поп-музыке, в то время как Тэхин больше интересовался экспериментами с джазом и R&B. Эта разница во взглядах сделала их отношения напряженными. Однако их военная служба заставила их расстаться, прежде чем они смогли решить эту проблему. Плач Чингука был формой сожаления о том, что их дружба развалилась до того, как они расстались. Мы показали видеозапись их объятий доктору Ким Хери, эксперту по языку тела и невербальной коммуникации. Вот ее анализ. То, как Тэхён держит голову Чингука на своем плече, показывает высокий уровень защиты. Это типичный жест человека, который хочет обеспечить чувство безопасности. Крепкая хватка Чингука на спине Тэхёна показывает страх потери. Самое интересное, доктор Ким добавил: обратите внимание, как Тэхён иногда похлопывает Чингука по спине, это знак «я здесь для тебя, ты не один». Этот язык тела обычно наблюдается между братьями и сестрами или очень близкими парами. Старший корейский музыкальный журналист Пак Джи Вон представил новую точку зрения. Многие не знают, что во время военной подготовки Чингук находился в печально известной суровой пограничной зоне, в то время как Тэхён служил в относительно более легком подразделении.
Эта разница в опыте могла сделать Чингука более травмированным. Эль,